Практически миллиард людей страдает теми или иными психическими расстройствами. Я страдаю профессиональным манипулятивизмом. А-ля психологи берут за прием по 180, по 320. У каждого человека есть страх сумасшествия. Мысли материальны. Это мы говорим о самых тяжелых формах шизофрении. Какую-то болезнь выбрал из справочника, который будешь соответствовать. Ты можешь ей реально заболеть. Но Николай Васильевич Гоголь погиб в остром психозе, стоя на коленях. 3 дня он умер от голода, потому что он считал себя великим грешником. По данным Всемирной организации здравоохранения, у нас практически миллиард людей страдает теми или иными психическими расстройствами. Ну или, как сказать, недомоганиями. И вот я не понимаю в этой связи. Понятное дело, раньше, особенно в советском прошлом, было вроде как не принято говорить о том, что ты испытываешь какой-то ментальный дискомфорт. Но что же получается, что вот это реальная картина или у нас есть еще 7 миллиардов примерно недообследованных? Вы знаете, с недавнего времени данные Всемирной организации здравоохранения меня сильно пугают и настораживают как врача-психиатра. Мне кажется, что что-то произошло во Всемирной организации здравоохранения со времен вот этого безумного ковида, да, так называемого, который почему-то назвали пандемией. Да, и вот эти все статистические данные берутся просто как цифры человека, находящегося в какой-то катастрофической панике. Да? Ну, давайте посчитаем процент. 1 миллиард населения Земли. Сколько это процент? Каждый восьмой. Ну, каждый 8-й человек страдает психическим расстройством. Вы можете себе представить общую сумму, тогда общее количество таких больных. Это гораздо больше, чем онкологические пациенты, чем больные там с какими-то там заболеваниями соединительной ткани. Это где-то примерно так же, как больные с диабетом. Там. Ну, это просто колоссальное количество. И главное, откуда эта цифра берется? Слушайте, у нас статистика в психиатрии очень сложная вещь. Да? То есть, если, допустим, количество там, ну, условно говоря, смертей там, от рака простаты можно посчитать, потому что смерть это все-таки медицински документированный факт, да, и мы можем на вскрытии точно увидеть причину смерти и сказать, вот это входит в статистику рака простаты. То количество больных там, ну я не знаю, с депрессиями, например, да, самое, казалось бы, распространенное психическое расстройство на сегодняшний день, посчитать просто невозможно. Это просто невозможно. Почему? Потому что огромное количество людей сегодня знает, что такое депрессия, особенно юные люди, подростки, которые прекрасно владеют информацией психиатрической, иногда даже лучше, чем мои ученики-ординаторы. Вот. И депрессией они называют любое переживание, связанное с предстоящим экзаменом. Да, и с этим самым словом депрессия они идут в ванну, делают себе надрезы на коже, да, и приходят потом в кризисный кабинет центра Сухаревой в Москве и говорят, у меня депрессия. И им говорят, ну, конечно, у вас суицидальные мысли, у вас депрессия, пойдемте мы ляжем или полечимся в дневном стационаре, а потом выпишем вам справку о том, что вам разрешено сдавать экзамены позже, чем всем остальным. Или вам разрешено их сдавать в особых условиях, или даже удаленно разрешено. Ну и так далее. Я просто как пример это привожу. А другая часть настоящих депрессивных пациентов, наоборот, не попадает в поле зрения психиатров, а оказывается у терапевтов, хирургов, там, онкологов, да, дерматовенерологов, там, кого угодно, или там психологов, колдунов и прочих лже-специалистов, о которых мы сегодня будем говорить. Да? Ну и, соответственно, конечно же, они тоже не диагностируются как депрессивные больные, да, и они не попадают, естественно, в статистику. А если говорить, допустим, о статистике суицидов, здесь тоже очень странная штука. Да, женщина пошла мыть окно, да, и упала. Значит, она упала, потому что у нее суицидальная мысль возникла, когда она встала на подоконник. Или она упала, потому что подскользнулась. И это несчастный случай. Этого никто не знает. И ну и в конце концов, социология, статистика – это всегда вопрос интерпретации. А скажешь ли ты, что на самом деле ты чувствуешь? Поэтому вот я, возвращаясь к вашему первому вопросу, главному вопросу, 1 миллиард людей. Да, это ужасно пугающая людей цифра. И людей не надо пугать.
ну, хватит уже, господин, там, как его зовут, я не помню, Гебресиласиус или что-то. Они после новых фармакологических скандалов всегда меняются. Меняются, да. Ну, значит, другой Гебресиласиус. Ну, хватит уже вот эти вот страшные, ужасные страшилки про здоровье, про болезни, про психические болезни выбрасывать в сеть. Ну, это же серьезная организация. Значит, в среднем приблизительно, ну, по самым таким очень скромным подсчетам, где-то вот примерно от 7 до 10% людей, возможно, с высокой долей вероятностью, да, являются носителем психических заболеваний. Из этой цифры мы, конечно, исключаем огромное количество расстройств психики, которые входят в так называемую группу стрессоиндуцированных расстройств, потому что, ну, это не совсем болезнь, это скорее, так сказать, реакция, адаптация психики. В моменте, да. Момент, да, вы правы, и психологическая помощь, там, а не психиатрическая нужна больше. И, конечно, из этой суммы давайте мы еще вытащим всех детей с нарушениями развития. Ну, то есть умственную отсталость надо убрать, ее довольно много, да, и расстройство аутистического спектра, которые неправильно называть болезнью, да, лучше называть особенностями просто развития, просто особый ребенок и так далее. И тогда, если мы все это уберем, а оставим только вот выжимку, да, из психических болезней, которые возникают из-за нарушений функций мозга, то у нас останется реальная цифра, и она не 1 миллиард. Ну, по-настоящему страшные болезни, уж будем говорить так, это где-то, ну, наверное, 0,5%. А мы говорим о 9,5%, шизофрении, параноидальных это мы говорим о самых тяжелых формах шизофрении, о самых таких грубых, брутальных, начинающихся там в подростковом возрасте и не поддающихся лечению. Это прям вот совсем какие-то единичные казуистические случаи. Сегодняшняя психиатрия 21 века, она, ну, в общем-то, имеет огромный потенциал лечебного воздействия. И сегодняшний врач-психиатр, он скорее оптимист, чем пессимист по сравнению со своими предками там, 70-х годов, да, прошлого столетия. Потому что он гораздо чаще видит выздоровевших пациентов, чем безнадежных. Меня, честно, очень радует ваш позитивный настрой, потому что вы в практике уже, во-первых, 33 года, во-вторых, продолжаете заниматься наукой, работаете со студентом. Вот этот кейс ваш личный я никак не могу связывать с инфо-цыганством. Поэтому вопрос к вам, вот, наверное, вот, немногие специалисты могут честно сказать, а какие сегодня объективные есть, я все-таки хочу называть недомогания, потому что это не всегда прям диагноз какой-то конкретный, какие есть недомогания у среднестатистического россиянина, усредненного, что объединяет людей разных социальных слоев и так далее, какие, потому что тот же ВОЗ, но к ним не очень корректно, мне кажется, апеллировать. Они говорят и про ОКР, они говорят, понятное дело, тревожность, прочие штуки, депрессии, там, биполярное расстройство. Но а на самом деле? Прямо вот вам сегодняшний прием расскажу. Да? Значит, сначала ко мне пришел человек с депрессией, да, ну, с той депрессией, которую я лечу уже там где-то полгода и с хорошей динамикой. Вот. Это молодой парень, у которого, ну, в целом в жизни все хорошо складывается. И мы с ним поговорили о том, что вот депрессия проходит, но на место депрессии приходят теперь его истинные нормальные жизненные проблемы. Жизнь не бывает идеальной ни у кого, даже у человека, вышедшего из депрессии. Да? И эти проблемы связаны с его семейной обстановкой, с его учебой, там, с какими-то долгами, там, которые возникают и прочее. И мы начали с ним разбирать эту ситуацию, обошлись достаточно простой психотерапевтической беседой, да, и немножко скорректировали лекарственную терапию. Ну, у меня была женщина, которая уже, так сказать, во второй половине своей жизни находится, да, и ее жалобы касались исключительно своего мужа, который, с ее точки зрения, изменяет ей уже там несколько лет. И она не знает, что с этим делать. Она вечно находится в поиске его, так сказать, любовниц, постоянно находится в напряжении. В связи с этим. Забавно, что перед этим вышло интервью с частным детективом, у которого это тоже главная боль. Да. Ну и это, конечно, делает эту женщину, ну, совершенно декомпенсированной. Вопрос не в том, изменяет ей муж или не изменяет. То есть этот вопрос, как бы, так сказать, не к психиатру, да, а вот к детективу, наверное, а вопрос к психиатру в том, как ее избавить от этих мучений и страданий, в
конце концов, измена, ревность – это обычные жизненные страсти, как бы человеческие. Здесь это полностью ее выводит из состояния равновесия. Она пытается себе как-то помочь, в том числе вот с использованием различных странных специалистов, да, к которым она ходила там несколько лет. Ну, в общем, держится она, конечно, внешне неплохо, но внутри все очень, так сказать, расхлябано и достаточно нестойко. Вот. Потом у меня была, значит, очень непростая пара, да, семейная пара, в которой также очень тяжелый конфликт, причем у обоих психическое расстройство, да, там у мужа аффективные расстройства, то есть он такой переживает депрессивные состояния, рекуррентные депрессии, они возникают у него по причине его биологического состояния, там, да, у жены бредовые расстройства, да, значит, у нее там ощущение слежки, воздействия со стороны там родственников мужа и так далее. В общем, это молодая пара, но, судя по всему, если они начнут лечиться, ничего не получится. Пока и мы на этапе уговоров и принятия болезни. В том и в другом случае вроде бы как бы какие-то подвижки есть. Вот. Ну и завершил там прием у меня еще там был один пациент, потом вот еще один пациент, который много лет уже страдает ипохондрическими нарушениями, там у него страхи, появляются там панические атаки, возникают ощущения там охватывающие его полностью, все там, значит, его бросает в пот, у него там начинается сердцебиение, удушье, он начинает думать о том, что это его сосуды так ведут себя неправильно, он находит у себя какие-то болезни, потом, когда успокаивается, вроде бы все хорошо. Да. Потом опять сейчас у нас была 3-летняя ремиссия на хорошей терапии, мы с ним давно уже лечимся, а сейчас у него там находится при смерти отец, тяжелое онкологическое заболевание, ребенок тоже болен, ну и в общем он декомпенсировался, у него опять все это вылезло. Ну, в общем, тоже довольно распространенная история, с которой приходят к психиатрам наши пациенты. Наши пациенты приходят в послеродовом периоде, да, женщины и их родственники, да, которые видят, что у женщины что-то не так. Наши пациенты приходят с очень часто с астеническими жалобами, то есть жалобами на слабость, утомляемость, вялость. Наши пациенты приходят с гораздо более сложными философскими проблемами, так называемыми внутренними такими экзистенциальными кризами, да, где возникает вообще вопрос о смыслах. Это тоже ненормально. Ну, конечно, но возникает вопрос о смыслах существования. А к кому идти? Можно пойти к священнику, ну а если ты, допустим, неверующий или верующий, но не уверенно верующий? Я бы пошла в библиотеку. Ну, библиотека, к сожалению, не отвечает на большинство вопросов. И даже если погрузиться в философию целиком и полностью, все равно душа от этого спокойнее не становится. Есть очень много, конечно же, вот, тревожных расстройств. Тревога вообще у нас такой флагман всей психопатологии, как говорится, она первое, что мы видим. Несмотря на то, что это абсолютно полезная реакция организма, выживательная функция. Нормальная тревога, да. А есть патологическая тревога, которая как раз наоборот вредная и которая может за собой потащить уже и депрессию, и какие-то более тяжелые расстройства, даже психозы. У нас приходят пациенты с острыми состояниями, нуждающиеся в госпитализации. Слава богу, их немного, не часто, но, к сожалению, такое тоже случается. И тогда самая сложная задача – это убедить пациента в том, чтобы он лег в больницу, потому что без его согласия этого сделать нельзя по закону. Ну и если это не удается сделать, ну, приходится тогда что-то выдумывать и придумывать, как-то убеждать родственников, да, объясняя им, что этот человек может быть небезопасен в какое-то время, и тогда нужно уже с помощью органов полиции, да, применять меры. Как вы считаете, психиатр – это профессиональный манипулятор? Конечно, который на самом деле безусловно. Желает тебе добра? Я могу о себе сказать абсолютно точно так. Я страдаю профессиональным манипулятивизмом, давайте назовем это профессиональной вредностью моей, на протяжении всей своей карьеры. Как это может некрасиво звучать, но я буду честен. И передо мной стоит задача. Довольно ограниченный срок времени. Я вообще не понимаю, как это делают мои коллеги в диспансерах. У них там 7 минут или 15, я не знаю сколько. Еще меньше. Ну, может быть, и меньше, да. А у меня есть, во всяком случае, 1,5 часа. Я вот себе выторговал 1,5 часа первый прием.
Некоторые врачи за час справляются, но я не могу. Мне даже за 1,5 не всегда хватает. То есть мне нужно за это время, мне нужно, во-первых, установить доверительные отношения, ведь меня пациент видит первый раз, а если пациент вообще первый раз в своей жизни к психиатру пришел, то я для него кажусь тем монстром из фильма «Полет над гнездом кукушки». Да, но я на самом деле, как журналист, который тоже отчасти манипулятор, это профессиональная такая деформация, я вижу, как вы работаете. Я вижу, вы устанавливаете взгляд. Про позы это ерунда все, но вы как будто вот меня уже успели прощупать, и вы уже знаете, что мне понравится услышать, что нет. Мне очень важно вызвать доверие, вот этот коридор коммуникации установить. Для этого приходится очень серьезное ухищрение делать, далеко не всегда это получается. И, в общем, конечно, вот у меня сегодня был парень 12 лет, да, там на приеме с родителями, вот так вот сидел, нахмурившись и выдавая там себе куда-то там в живот какие-то там отдельные там тихие фразы, еле слышные. Да, но как только мы с ним заговорили о его собаке, вот он начал говорить про его собаку, я там тут же в гугле насмотрел, говорю, слушай, смотри, какая она красивая, у меня вот такая собака. Да, потом выяснилось, что он хочет быть кинологом, что он ее обожает, любит, и вот начал сидеть. Но мне для того, чтобы выйти, вот зацепить его, потребовалось минут 20. Щупать, где же у нас этот канал найдется. Потом мне нужно собрать анамнез с пациента, а это если он находится в плохом состоянии, сделать очень сложно, он не может рассказать о своем нынешнем состоянии, не говоря уже о прошлом. Ну, то есть это как анализ крови на сахар. Нельзя перед этим есть ничего сладкого. А потом мне нужно еще успеть за это все время в голове в своей все это как-то расставить по полочкам, воссоединить, установить связи, поставить диагноз, оценив статус, естественно, предварительный диагноз. А потом еще мне нужно какое-то время, чтобы провести с этим пациентом какую-то хотя бы психотерапевтическую работу и назначить ему лекарственные препараты, выписать рецепты, заполнить формуляры и так далее. И, конечно, в какие-то секунды я понимаю, что если я не буду использовать манипуляции, то у меня это займет просто гораздо больше времени. Или я просто не выполню свою задачу. Поэтому я начинаю провоцировать. Я задаю специальные вопросы для того, чтобы вызвать, например, раздражение у человека. Или на какой из моих вопросов он будет раздражаться, значит, там у него и болит. Я буду задавать провокационные вопросы, проверяя его реакции, какие-то аффективные реакции. Да, там, с женщинами по одному, с мужчинами по другому, с детьми третий, с пожилыми по четвертому. И это такое уже, знаете, вот вы правы, это уже профессиональная вредность. К сожалению, иногда забываешь про это, выходишь и дома начинаешь точно так же себя вести. Это неправильно. Меня тоже дома за это отчитывают. Это неправильно. Надо с этим бороться и учиться от этого. Но у вас, как мне кажется, эта история не про то, что какой-то день, ремесло, я вот делаю условную детальку для машины одну и ту же каждый день, а у вас есть какое-то ощущение сопричастности. Вот насколько это характерно для специалистов вашей сферы? И следующий вопрос. Бывает ли такое, что вы пообщаетесь на приеме, ну, особенно когда долго в терапии человек, пусть это будет там тревожность, женщина ревнивая, которую вы сегодня упомянули, такой образ, не она конкретная, и вы начинаете у себя подмечать какие-то такие же условные симптомы, потому что вы же пытаетесь разобраться в ее проблеме, корнях этой проблемы, и что-то эмпатически перенимаете. Да, отвечая на ваш первый вопрос, хочу сказать, что действительно психиатрия это особая специальность. Ну, вообще медицина – это особая специальность. И она не терпит стандартов, она не терпит шаблонов. Она перестает быть медициной, когда начинается конвейер. Да, когда человек встает и всем людям делает одну и ту же манипуляцию, вне зависимости от того, что за человек перед ним. Ну, к сожалению, некоторые специалисты, в основном в других областях медицины, да, сегодня все-таки активно ратуют за вот стандарты, за требования, рекомендации, жесткие, сухие там, и так далее, ко всем одинаково применяемые и прочее. И медицина превращается в робота, роботизируется. Да? Искусственный интеллект у нас сегодня вовсю там, значит, оперирует, делает там сложные манипуляции. Вот даже у нас есть искусственный психотерапевт, теперь программа, да, которая может с вами поговорить, и, там, поставить вам диагноз и сказать. Это, конечно, ужасно. То есть, ну, вот да, это меня все время удивляет, когда меня часы спрашивают, как я себя чувствую вот в этот момент. Типа, а что
как тебе эта информация поможет? Да, это вот превращение медицины в ремесло, которое неизбежно происходит во времена, ну, в периоды, в эпоху маркетинга, назовем это так, да, где нужно для оценивания затрат, да, и для оценивания продукта самого, который выдает медицина, да, нужно его как-то протоколировать. То есть его нужно как-то вывести в какое-то вот единое, общее для всех одинаковый такой сникерс, да, который вот лежишь, и ты его покупаешь. Но такого не бывает. Это абсолютно точно не так. И в любом случае выигрывает всегда тот пациент, который находит врача категорически против ремесленничества в медицине. И в этом смысле медицина, я считаю, что абсолютно был прав и Гиппократ, и Пирогов Николай Иванович, что настоящий врач – это не ремесленник, а это творец. Что медицина – это искусство. И, кстати, неудивительно, что именно среди медиков, а среди психиатров особенно, очень много творческих людей. Людей, которые потом стали известными художниками, известными писателями, поэтами, музыкантами. Вот история знает очень много таких вещей, таких случаев. Поэтому вот Вы стали прекрасным оратором, у вас блог на 100 тысяч подписчиков, уже даже больше. Спасибо большое. Но это же тоже, по сути, сублимация в какая-то. В какой-то мере, да. Это почему? Потому что очень тяжелое напряжение скапливается, или как это понять? Мне просто кажется, вот с моего дилетантского уровня, что если вот так вот за день даже 3 человека придет ко мне со сложной реальной жизненной ситуацией, а ответственность, а б, я через неделю просто закончусь общение с ними. Я сама уйду в депрессию. Ну, как вы? 33 года. Мои ординаторы, которые учатся и только входят в нашу профессию, они тоже высказывают мне такие опасения, как им быть, вот когда у них появляются такие вещи, что вот тяжело, выгорание, да, там, профессиональная деквалификация. Это только в начале так кажется. Да? Потом, когда вживаешься, профессия превращается действительно в большую радость. Я уже очень сильно тоскую по психиатрии, например, в конце отпуска. Мне прям очень хочется уже начать работать, руки чешутся, потому что это меня очень сильно заводит. Это действительно каждый день рабочий, каждый новый пациент, да, или там каждый студент, или ординатор для меня, там, или там какое-то научное исследование. Это очень интересно. Это прямо насыщенно и содержательно. Так что здесь для меня работа не рутина. И отвечая на второй вопрос о том, насколько история человека, который ко мне пришел, может перенестись на мою историю, на историю моей жизни. Естественно, это же хорошо известно и описано у психоаналитиков, хорошо известен этот феномен переноса, так называемого, да, или трансфер, да, вот этих переживаний. Кто-то кого-то принимает за отца, кто-то за мать, кто-то за брата, за сестру, за мужа, за жену, за детей. И, я не робот, как и все остальные. Конечно, у меня в голове есть большое количество своих невротических переживаний, связанных с моей семьей, с моими родными, близкими. И если как-то эхом отдается что-то, очень часто это, естественно, приводит и к моим переживаниям. И в этом смысле, конечно, я глубоко убежден, что все специалисты в области ПСИ, настоящие специалисты, психологи, психотерапевты, психоаналитики и психиатры, все должны, безусловно, иметь возможность обратиться к своим коллегам. Да, то есть это реальная история, что постоянно, периодически... У психологов и психоаналитиков это вообще является обязательным условием для их профессиональной квалификации, так называемая супервизия, да, то есть, и свой анализ, собственный анализ. А у психиатров и у психотерапевтов есть, у врачей есть так называемая такая балентовская терапия. Был такой известный психотерапевт Балент, американец. Он создал такую методику, которая собирает врачей, не только психиатров, да, но в групповую, так сказать, терапию. И они, каждый из них в этой групповой терапии, во врачебном сообществе, да, начинает работу психотерапевтическую. Это действительно серьезно облегчает состояние. Сейчас все-таки огромное обилие специалистов и псевдоспециалистов, вторых больше. Как человеку не заблудиться? Потому что отдельно мы поговорим еще про методики а-ля новаторские, но при таком количестве людей, которые выдают себя и являются
Вот как действительно понять, что ты идешь к правильному человеку, что он тебе не обует? В этом смысле, конечно, я не завидую не психиатрам, то есть я не завидую обычному человеку, которому нужно кому-то обратиться за помощью. У него просто нет достаточного количества опыта общения со всеми этими пси-людьми, да, и плюс ко всему, и он не изучал психиатрию в медицинских вузах. Маленькая буквально ремарка от тоже простого обывателя. Например, я из той категории людей, что если даже у меня случится какое-то легкое недомогание, я пойду сразу к психиатру, потому что эта история мне понятна. Научная степень, вуз, серьезный, сертифицированный, государственный и так далее, так далее, так далее. Психолог до того момента, как я вам позвонила, я вообще думала, что это сложно как-то серьезно воспринимать. Я вам хочу сказать, что психология гораздо более древняя специальность. Мы даже шутим, да, самая древняя специальность – это психолог все-таки, а не те люди с пониженной социальной ответственностью, да, о которых мы говорим. Нет, как сказать, корифеи в психологии и монографий, научных монографий, диссертационных исследований и так далее в разы больше, чем в любой другой области медицины. Это гуманитарная специальность, но при этом она, естественно, является наукой, безусловно, причем фундаментальной наукой, базовой наукой. Поэтому относиться к психологам, как ко всем психологам, как к каким-то там магическим гражданам, да, там с колпаком на голове и с палкой волшебной, это неправильно. Вот. Дискредитируют психологов, конечно, лжеспециалисты. И психиатров дискредитируют тоже лжеспециалисты. К сожалению, есть и такие. И неврологов, и психотерапевтов, и окулистов, и хирургов могут дискредитировать такие люди. Но вопрос ваш главный, как же определить? И действительно огромный, мне-то просто, я-то могу определить. Мне достаточно посмотреть на этого человека, 2-3 слова с ним перекидаться, и я пойму, насколько он профессионален в своей области. Причем даже в психологии, хотя я не психолог, это рядом. А обыватель, обычный человек, я прям сильно не завидую. Что я могу порекомендовать в такой ситуации? Да? Во-первых, постарайтесь обратить внимание на эмоциональные реакции, да, человека, который перед вами первый раз. Насколько они естественны, насколько они искренни и откровенны, насколько этот человек вообще заинтересован в беседе с вами. Нет ли в нем формализма, холодности и так далее. Используйте тоже свои манипуляции, которые есть у вас. У каждого человека, мы с этого начали, да, есть свой способ провокационных каких-то вопросов, который для него является очень важным. Конечно, перед этим надо посмотреть бэкграунд, да, там на сайте, посмотреть, какие дипломы и институты человек заканчивал, что у него там заслуженности и так далее. Но этого оказывается недостаточным. И если у вас все равно остается сомнение в профессионализме, попросите этого человека, допустим, который говорит о каком-то методе новом, инновационном, там, уникальном, только им он владеет этими, да, попросите, пожалуйста, какие-то ссылочки на работы, посвященные изучению этого метода, посвященные там, доказательным исследованиям об эффективности этого метода там, и так далее. Если вы поймете, что ответа на вопросы нет, а есть очень много слов, красивых, ярких, но они явно уводят вас от этой темы, да, от ответа на простой вопрос. Дайте мне ссылку. Я посмотрю исследование и скажу, да, это хорошо. Если это так, то будьте осторожны. Но в нашей стране обыватель не пропадет. В нашей стране вообще менталитет нашего человека, российского и СНГшного, скажем так, человека, он очень прост. У нас великолепно, как нигде в мире, работает сарафанное радио. И всегда, все, что бы вы ни говорили, мы все равно выбираем специалиста по тому, кого нам отрекомендует дядя Вася, дядя Петя, тетя Валя, брат, сестра, муж, там, жена там, и так далее, которому сказал кто-то, которому кто-то, которому кто-то. Я вам могу сказать, что как бы мы рекламой не занимались в нашем центре, какие бы сложные там ходы не делали, все равно 90% людей к нам приходят, каждому из специалистов нашего центра приходят по совету, по рекомендации, по тому, по всему. То есть это наша страна, таков менталитет. На Западе такого нет, это точно совершенно. Там
все очень... Если очень написано, что PhD, то точно все всё, хорошо. да, да. Перед нашей беседой я посмотрела, сколько стоит ваша консультация. И выяснилось, что вилка примерно от 25 и выше. Но при этом я понимаю все ваши регалии и так далее. При этом я могу обратиться в какую-то клинику условно по полису ОМС, и там вообще будет прием бесплатный. При этом есть третья стадия, условная, Блиновская, с марафоном желаний. Но там не так интересно, там по 4000, что-то такое. Но есть а-ля психологи, которые берут за прием по 180, по 320. И при том, что у них за ними прям такой вот шлейф инфо-цыганства. Объясните, я где-то, кажется, читала, что еще Зигмунд Фрейд придумал, что прием должен стоить дорого, тогда и постановка обязательно должна быть какая-то такая презентабельная, тогда, мол, быстрее идет выздоровление. Вот откуда берется этот порядок цифр? Ну, вы знаете, я сразу хочу поправить. Ну, к сожалению, по ОМС обратиться за помощью к психиатру нельзя, потому что психиатрия не входит в систему ОМС. Государственная психиатрия работает на прямом финансировании, то есть это не ОМС, и поэтому она региональная. То есть вы можете обратиться за бесплатной психиатрической помощью в своем регионе, там, где вы проживаете, в амбулаторное учреждение, да, в психоневрологический диспансер. Это, кстати говоря, уже, так сказать, немножко отвлекаясь от вашего вопроса, это совершенно точно не будет означать какого-то страшного клейма там на вашем лбу, да, там, или где-то в паспорте, что вы вот все уже там ненормальный человек, вам нельзя работать, нельзя там то, нельзя все. Нет, этого уже давно нет, это уже все осталось позади, слава богу, в истории советской. Сейчас модно рассказывать о том, что Нет, ты ходишь к специалисту. Нет туда никакого учета в диспансере у нас. Да, вы правы, очень много молодежи даже кичатся этим, говорят. А вот мой мозгоправ. Я в терапии 7 лет, вот и ты думаешь, что терапевт, да. А вот тебе какой антидепрессант он назначил? Мне вот такой, более советский. Давай поменяемся. Ну, в общем, вот, сегодня такого нет, поэтому, ну, в общем, слава богу, возможности для получения именно бесплатной помощи достаточно в нашей стране. И я могу сказать точно совершенно, что это гораздо выше, ну, чем, например, в Великобритании. Это точно совершенно доступность помощи гораздо выше психиатрической. Я просто знаю, потому что, ну, я неоднократное количество раз консультировал наших пациентов, которые живут уже в Англии достаточно долгое время, в разных городах, от Лондона там до провинции. Ну, там вообще проблемы с получением не могут получить, любой консультации. даже имея хорошую страховку, прекрасно, великолепно, не могут получить. Там очередь на 4 месяца, там невозможно, там нет специалистов. В некоторых штатах, не во всех, и в некоторых европейских странах тоже такая проблема есть. И наша страна в этом смысле, что бы ни говорили, находится, ну, не в идеальном, конечно, но в относительно неплохом состоянии. Конечно, есть регионы отстающие, да, но по объективным причинам. Если это какая-нибудь тундра, да, ну, там действительно непросто найти психоневрологический диспансер, но даже там всегда можно получить помощь на вертолете. Вот. Что касается, допустим, возможностей, да, и цен, то они действительно разные. И вот сразу переходя к вашему основному вопросу, да, почему, откуда такие цены, да, там вот у вас такая-то цена, у кого-то другая, есть там по 300, по 400. Вы такой последовательный, вот, мне прям аж непривычно. Вот вы знаете, я вам хочу сказать, что в этой ситуации цифра не имеет значения. То есть ее размер, количество нулей, она абсолютно точно не имеет значения, потому что это означающее. Она просто означает, что я дорогой специалист. Это не важно, сколько я стою. Главное, что я дорогой. Это означающее имеет свою, ну, в одних случаях психотерапевтическую, да, функцию, а в других случаях имеет свою меркантильно-маркетологическую функцию, да. И вы знаете, ну, я бы мог поднять свою стоимость в значительной степени, и мне об этом все время говорят маркетологи, потому что у меня запись на 3 месяца вперед, и сократить ее можно только, ну, вот,
Либо все остальное забросив, всю работу и только приемом заниматься, я так не могу. Либо там повышать стоимость, соответственно, отсекать тех, кто не может оплатить. Но это я против этого. Я всегда готов, так сказать, какой-нибудь компромисс найти в этой ситуации. Но это не имеет значения. Для меня это скорее может иметь какую-то психотерапевтическую означающую, да, что человек, который пришел к дорогому психиатру, да, он, так сказать, плюс там еще, так сказать, где-то там много чего наговорившего в Ютубе, да, значит, это все-таки такой специалист, которому можно доверять. И мне проще и легче с ним уже установить контакт, потому что он по умолчанию уже приходит ко мне с каким-то вотумом доверия. Но, допустим, когда мы видим действительно вот инфо-цыганку какую-нибудь, да, которая работает с лозунгом «За месяц вы достигнете всех своих мечт, да, и станете мультимиллионером и самым счастливым на свете человеком, главное просто мне доверьтесь, потому что я такими сделала уже там 30 миллионов людей, а стою я дорого, но зато вы это с лихвой купите». Ну, это же, очевидно, имеет абсолютно стопроцентную маркетологическую историю. Очевидно, не всем, особенно тем людям, которые вот хотят какую-то супертаблетку кремлевскую. Да, так вы вспомните. Ой, извините, пожалуйста, ради бога, это я вспомню. Мы очень молоды. Были времена Кашпировского. Конечно, я помню. Я его... Но вы были еще, наверное, одноклассницей. Я снимала программы про Кашпировского, не надо. Ну, в общем, это было, да, давно. И Кашпировский, и Чумак, и кремлевская таблетка, упомянутая вами, значит, и много других чудодейственных способов внезапного исцеления от всего на свете, от рака, там, конечно, это то, что попадает в десятку, да, в душу человека страдающего и в душу человека, который, находится в тупике, и вдруг ему говорят: слушай, а зачем тебе такие страдания? Смотри, вот же. И, конечно, на этом же работают и сектантские организации различного рода, очень много некоммерческих организаций общественных, которые вот тоже таким образом вовлекают людей в свою деятельность. К сожалению, да, люди внушаемые. Есть феномен взаимоиндукции, да, когда ты приходишь куда-то и видишь приличных людей. То есть там сейчас садится тренинг, какой-то тренинг там какого-то роста, да, там, думаешь, сейчас там будут какие-нибудь истерички такие примитивные, тупые, которые там все это будут с открытым ртом впитывать. Нет, сидят умные люди, сидят люди-ученые, врачи, сидят педагоги, интеллектуалы сидят, женщины, мужчины, состоявшиеся, все. И потом ты видишь, как все эти люди, как один, да, начинают, значит, во время там очередного там какого-то общего действия там орать что-то, громко кричать, там, начинать там беситься. И ты понимаешь, что возможности вот этих гипнотических, да, или гипносуггестивных с внушением методов, они столь высоки, что препятствий для них в виде какого-то интеллекта высокого или жизненного опыта практически нет. Кстати говоря, вот от этого отдает такой же Геббельсовщины, когда он говорил о том, что интеллект – это враг пропаганды, можно это экстраполировать, что умный человек никогда не поведется. Но ведь велись. Смотрите. Я вам могу сказать, потому что интеллект – это тоже психическая функция. Да? Иван Петрович, это я к Павлову обращаюсь, да? А помните, как вы описывали, значит, психические функции у собак, да, когда он их изучал с помощью вот своих опытов, и как вы потом экстраполировали это на человека, конечно. И интеллект – это тоже активность или инактивность наших нервных клеток. Соответственно, есть возможность, повлияя на нервные клетки, какой бы у тебя могучий интеллект не был, его снизить. Как это сделать? Например, не включая кондиционеры и не открывая окна в душный день. Как вариант. Нервные клетки начинают задыхаться, им становится душно. И интеллектуальные возможности человека падают. Можно тревогой их заглушить, интеллект. Тревога, она самый мощный истребитель интеллекта. Да? Можно раздражением,
заглушить интеллект, да, если человека спровоцировать на агрессию, на раздражение, можно истощением, просто физическим истощением. Нужно, чтобы эмоциональное завладело. 3 часа не давать людям выходить из помещения, просто закрыть двери. А люди элементарно в туалет хотят. И вот он сидит с полным мочевым пузырем, да, и, конечно, о каком тут интеллекте идет речь? У него только одна мысль крутится в голове, как бы быстрее отпустили, чтобы я, пардон, не обмочился сейчас тут, у всех на глазах и так далее. Понимаете? То есть методов вот этого подавления интеллекта сколько угодно. Человек очень слабое создание. Но когда мы говорим, допустим, об этих эффектных явлениях, вспомните Зюскин-то, да, парфюмер. Помните, как там заканчивается это все вот этим огромным совершенно свальня, да, вот этим совершенно невероятной там сексуальной оргии, да, где все, кто был на этой площади, начинают совращаться там и совокупляться. Ну, понятно, что это явно совершенно вот то самое гипнотическое воздействие, а не поры там... Ну, то есть можно сказать, что психология толпы, масс, она вот в этом смысле, хоть в электронном интернет-варианте, она присутствует. Конечно. И когда, например, я, ну, допустим, представим, что я самодостаточная, интеллектуально развитая девушка, абсолютно нескромная, но вижу, что вот мне одна подружка рассказала, что она прошла курс суперпсихолога, другая. У всех наладилась жизнь. Мне кажется, никто еще не признает, что я такая дура отдала 300 тысяч, и все, что в моей жизни случилось, это у меня нет 300 тысяч. Эта подружка или с вами об этом говорить не будет. Никто не будет это признавать. Есть же еще та ситуация, что есть реальность и есть наша интерпретация реальности, более комфортная для нас. Конечно. Потому что эта подружка уже проглотила эту горькую пилюлю, и она считает себя в этом смысле обманутым человеком. Для нее это горечь, это из ее кармана вытащили деньги. И она, конечно, об этом не будет кричать направо и налево. Смотрите, какая я лохушка, я вот, значит, обманулась, и меня вот обманули. Ну, конечно, нет. А вот те, как раз, у которых что-то произошло в этой жизни, получилось, естественно, они как бы создадут вокруг вас такую вот ауру успешности происходящего, и вы за ним пойдете. Какие самые бредовые и какие-то неадекватные, на ваш взгляд, техники, практики какие-то современные вам встречались? Вот для меня самое удивительное, наверное, одно из, потому что очень широкий масштаб действия, особенно сейчас я вижу, когда выяснилось, что можно как-то притянуть деньги, и что как-то это связано с психологией, на почве того, что мысли материальны, и я вот подумаю, что у меня должны быть деньги, я представлю, что я живу что так, как будто они у меня есть, и они у меня появятся. Я все-таки считаю, что главный показатель, маячок, что деньги будут, если есть работа. Я сейчас, мне кажется, глядя в интернет, я в меньшинстве. Вот что вы думаете об этом? И, как я люблю, сразу второй вопрос, насколько это опасно? Я уже не говорю для того, что кредит человек пойдет брать, а вообще глобально для ментального состояния. Это очень опасно, действительно, если ты полностью погружен в эту иллюзию, да, в иллюзию совершенно легкого и абсолютно такого, как бы это сказать, безнапряжного, да, заработка любого количества денег, в иллюзию этой богатой жизни, там, да, для этого ничего просто не нужно. Просто запрещаешь себе иметь столько денег. То, конечно, да, ты погружаешься вот в этот фантазм, Если бы сейчас перед вами сидел психоаналитик, то он бы, наверное, сказал следующее, что если человек погружается в такой фантазм, значит, он этого хочет, значит, он позволяет себе это сделать, значит, без этого фантазма в этом месте будет пустота, значит, ему просто нечем заполнить это пространство. Это нужно лечить? Как вариант. Я думаю, что здесь в большинстве случаев все-таки речь идет о психической норме. И здесь поэтому глагол «лечить» неуместен. Здесь скорее помогает психологическая коррекция, там, да, какая-то работа с личностью, да, там, работа с травмами, которые есть у человека, работа с его инфантилизмом каким-то, потому что это, конечно, все-таки подростковая история, да, когда ты так вот восхищаешься и поклоняешься там своему там великому Богу и так далее. Но я думаю, что это все в любом случае так или иначе
но все равно какой-то уровень уязвимости все равно есть, он все равно остается. Вот вы меня начали спрашивать, какая вот самая, например, там вообще бредовая методика, да, там, которую ну, вот совершенно точно ну, невозможно считать серьезной там, и так далее, да. Но здесь я абсолютно точно могу сказать, что самое главное, с моей точки зрения, заблуждение, в которое люди лучше всего верят, да, и прям с огромной готовностью верят, это утверждение, что мысли материальны. Это то же самое Это простое. прямо вкусно-вкусно. Это прям самый любимый десерт каждого человека. Мысли материально. Боже мой, мне всего лишь нужно думать о яхте. И больше ничего. И она будет. И вы правы. Значит, ощущение того, что ты действительно богатеешь, да, возникает в том случае, если ты чувствуешь себя работающим человеком. А работающий человек – это человек, производящий продукт. Это в любом случае какой-то продукт. Материальный продукт, интеллектуальный продукт, я не знаю, творческий, духовный продукт, какой угодно, но продукт. И если мы говорим о том, что я без работы, просто думая о том, что я могу, о том, что я крутой, о том, что я перестаю себя недооценивать, я становлюсь великим только потому, что я этого хочу, да, здесь же нет, это продукт, единственный продукт, который ты производишь в этой ситуации, это иллюзия. Но сейчас многие зрители смотрят и думают, нет, этот человек шарлатан. У меня было, что я загадала, чтобы мне подарили красную юбку, мне ее подарили. Я хотел найти работу, вот мне позвонили. Мысли материальны. Я могу этим людям передать только одну фразу. Дорогие мои, дай вам Бог здоровья. А к чему реально? Каким я искренне, последствиям? без всякого сарказма это говорю, правда. Вот, но, к сожалению, мы, психиатры, сталкиваемся и с ситуациями катастрофических последствий. Какое развитие у этой ситуации? Если человек заблуждается, но он в какой ситуации жил, в такой и живет. Ну, я не буду здесь, конечно, глобализировать всю эту проблему, да, и разводить тут истерику. Но, то есть, если у человека нет предпосылок к развитию психического заболевания, то даже оказавшись под очень сильным прессингом, да, таким психологическим, он с ума не сойдет. Это временное помешательство, которое пройдет, и оно пройдет как вот опьянение, да, там, на следующий день, да, там он протрезвеет. И быстренько у него сформируется критика, он поймет, и, скорее всего, это будет тот опыт, который, если он здоров, да, и достаточно интеллектуально развит, это будет тот опыт, который позволит ему потом на эти грабли не наступать. Ну, по крайней мере, на такие грабли. Может быть, более сложные, более хитрые, он все равно стоит. Но такие точно нет. А если человек все-таки предрасположен к болезни, то это очень часто триггернет, разбудит вот эту самую спящую патологию, да, которая в это время, ну, до этого сидела, так сказать, подковерно, а тут она вылезет наружу, и это, конечно, сразу же может вывести уже больного человека, да, в тяжелое депрессивно-бредовое состояние, в психоз, с возбуждением, с аутоагрессией, с суицидальными действиями, со всевозможными, опять же, неразумными тратами. Да, очень много маниакальных состояний появляется у таких пациентов прямо во время тренингов. Вот прямо они в этом смысле готовы там, в этой мании, без критики, продать все свое имущество, раздать его нищим, там, нуждающимся, сами в лохмотьях там, пойти куда-то там паломничать. Ну, в общем, вот такая совершенно ужасная, болезненная история. Дай бог, если она все-таки оказывается, эта пациентка или пациент, оказываются в поле зрения врачей, да, или там добросовестных сотрудников органов внутренних дел. Близкие должны побеспокоиться, ну, если они есть. А очень часто близкие, видя вот такую историю, да, не видя в этом болезни, вступают в конфликт, потому что они пытаются же вытащить, не получается, там конфликт, раздражение, и перестают разговаривать, отворачиваются, вычеркивают его из своих телефонов. Этого родственника он один. И он не просто один, он один в окружении мошенников, понимаете, которые, конечно, легкая добыча для них в этот момент.
очень легкая. И, ну и в этой ситуации, дай бог, если это оказывается так, я вот консультирую во многих больницах психиатрических, где мы работаем, в отделениях первого эпизода, молодые пациенты поступают именно вот уже в таких ситуациях, уже пострадавшие, жертвы мошеннических действий, но они пострадали в первую очередь потому, что они были больны. И разбудила эту болезнь вот эта история. А какие диагнозы чаще всего себя проявляют? Очень разные. У нас есть большая группа заболеваний из групп шизофренического спектра. Да, там сама шизофрения, там шизоаффективное расстройство, там может быть там, полиморфное такое психотическое состояние, полиморфное с симптомами шизофрении. Бывают разные виды там, шизотипического расстройства, тоже к этому относятся. Бывает, что Обычно биполярное... же, если человек не агрессивный, то никто не придаст значения. Ну, по-разному бывает. Бывают добрые люди. И бывают добрые люди, которые даже видя, ну, обращают внимание на неагрессивных, но явно страдающих чем-то людей, да, и начинают какие-то действия, чтобы оказать им помощь. Да. Может биполярное аффективное расстройство развиться, очень часто такое бывает. Бывает, что психопатия, так называемая, да, или расстройство личности декомпенсируется в такой ситуации. Это тоже уровень тяжелый. Ну, к сожалению, тут наркологическая патология может себя проявить в той или иной форме. Ну, там много. Андрей Аркадьевич, продолжая разговор о новых методах, может быть, я ошибусь, и это не новые методы, это прям основа основ, но все-таки что вы думаете о провокативной психологии? Насколько это действенно и, самое главное, в умелых руках? Ну да, сейчас вышли даже некоторые такие сериалы, если я помню, «Триггер», по-моему, такой сериал, да, где вот там провокативный психолог создает ситуацию, в которой, по его мнению, да, человек ну, впервые испытал то или иное переживание, да, когда-то в прошлом, да, и он возвращает его в эту ситуацию. Ну, на самом деле метод хорошо известен, описан, и, ну, ясное дело, что он небезопасен, и с ним всегда могут быть всякие нехорошие сюрпризы. Поэтому, если, допустим, сталкиваться с таким специалистом, то здесь, ну, надо иметь некоторую, так сказать, смелость, некоторое мужество, да, чтобы пойти на этот метод. Я знаю таких специалистов в моем окружении, они есть. Очень важно, чтобы это были те специалисты, которые хорошо знают свое дело, очень опытные, надежные, и у которых есть хорошая связь и контакт с психиатром. В случае, если эта провокация все-таки окажется небезопасной. Ну, то есть можно говорить о том, что этот метод работает. В принципе, да. А если мы говорим о расстановках по Хеллингеру, и особенно еще интересно ответвление, есть целое шоу, специалист, как вот говорит, по крайней мере, о себе, по фамилии не Ивлеева, это почти, а Ивлеева. Вот вы наверняка знакомы с тем, как она работает, вы видели, что-то слышали. Что вы думаете? Вообще не о ней конкретно, а об этой методике. Очень хорошего обо мне мнения нет. Я не знаю, к сожалению, как работает Ивлеева или Ивлеева. Но Хеллингера я читал, расстановки по Хеллингеру представляю себе, что это такое. Если спрашивать мое научное мнение, вот чисто такое сугубо научное, сухое мнение, то я считаю, что этот метод не заслужил своего законного использования в практике. Потому что он не доказал свою эффективность. Мало того, к сожалению, есть сообщения во многих исследованиях о его патогенном действии. Если говорить об этой методике с практической точки зрения, как врач-психиатр, здесь я могу сказать, что я достаточно либеральных нравов человек. И я, как говорится, за любую пьянку, лишь бы помогло и не навредило. Точнее, наверное, наоборот. Лишь бы не навредило и помогло. Все-таки Гиппократ... Если комбо, то уже отличный результат. Но начинать надо с «не навредило». Да. Потому что все-таки Гиппократ нам прежде всего именно это завещал. И соответственно, поэтому, опять же, если ко мне пришел пациент, например, и спрашивает меня, мой пациент Андрей Аркадьевич, а вот можно ли я пойду вот, значит, к такому-то психологу, который вот меня пригласил на расстановки там и прочее. Я вижу, что в каком состоянии находится мой пациент, я вижу, какие риски там и так далее. Если я вижу, что рисков серьезных нет, в настоящий момент я ему дам на это добро, он пойдет, но я обязательно его попрошу связать меня с этим психологом и быть с ним на связи
и предупредить его о каких-то возможных там последствиях, побочных эффектах и так далее. И дай бог, если ему это поможет, да господи, даже если вокруг будут шаманы с бубнами прыгать, бегать там и жечь костры, я тоже буду вместе с ними бегать, если это поможет больному. Вот про шаманов и бубны как раз-таки очень интересно. Очень большое сейчас такое, как мне кажется, ответвление психологии получило в эзотерической плоскости. И вот я даже не знаю, законно ли называться энерготерапевтом, но не будем уходить в эти дебри, смысл. А это работает. Здесь точно такой же принцип, что если человеку это как-то помогает, на него влияет, то хоть бы с ним. Главное, что в подъезде не курил. Ну да, в принципе, вы знаете, да, сейчас на меня летят виртуальные камни от моих коллег, психиатров, да, которые ненавидят лютую эзотерику, и я был точно таким же. Я тоже, особенно когда я, так сказать, видел пациентов, которые просто ушли в психоз там на 53-й странице там, книги Блаватской, да, там, или еще что-то. Да. Целая эпоха. Ну, слушайте, я, конечно, был молодой, был очень эмоциональный, очень таким радикальным в каких-то ситуациях, но с годами, с практикой у меня все больше и больше приходит сознание того, что, может быть, нельзя быть столь категоричным, да, там, в каких-то своих размышлениях там, и так далее. Я продолжаю считать как научный человек, как ученый, да, эзотерические практики лженаучными, да, и, по крайней мере, научно недоказанными, да, и значит нельзя их регистрировать как допустимые в лечении того или иного расстройства. Но при этом, еще раз говорю, как говорится, если мы получаем результат, и результат явный, очевидный, и одновременно с этим, если все-таки рядом стоит психиатр, который является гарантом, все-таки хотя бы каким-то гарантом того, что ты не улетишь и не сорвешься в психотическое состояние после этого, на эзотерического там сеанса и так далее. Тогда я считаю, что это вполне возможно при определенном, конечно, взятии на себя ответственности. То есть, если я даю добро, то я беру на себя в том числе ответственность. И если все-таки я ошибся, этот человек улетит в психоз, после эзотерики ляжет в больницу, то я приду и честно скажу, это из-за меня произошло. Это мой косяк. Вы сказали о том, что в психиатрических клиниках вот видите с последствиями молодых людей. Как вы можете оценить вот сейчас, в эпоху такого развития индустриализации интернета, больше ли молодых людей не справляются с этим информационным потоком, который на них со всех сторон? И если говорить про этих молодых несчастных, которые оказались, по сути, заперты, вот они не понимают, что с ними происходит, нужно очень быстро и вовремя оказать им помощь. Мне еще странным кажется, что они, и вроде как это тоже какое-то ответвление нашей ненормальности, нашей действительности, что они кичатся диагнозами. Еще те, у кого их нет, сами себе их ставят. Каждый пятый у себя диагностировал биполярку, еще что-то. У меня ОКР очень модно почему-то говорить. Но это вообще-то, если бы у них это точно было, они бы так об этом на пафосе не рассказывали, мне кажется. Какая-то тенденция нехорошая, что модно быть больным. Знаете, я могу сказать следующее. Вот вы не случайно упомянули в этом контексте молодых, да, пациентов. Мы же еще гораздо более показательным детская психиатрическая больница. Вот центр Сухаревой в Москве, где наша кафедра, где я тоже смотрю детей и консультирую. Там еще больше таких случаев. Да? Мы называем это моральная ипохондрия, так называемая, да, то есть поиск у себя психических болезней. И некое такое получение удовольствия, да, от нахождения того или иного симптома, психического расстройства и прочее. Я объясняю это следующим образом. Я думаю, что наша молодежь сегодня действительно окончательно уходит большей частью своей жизни, да, в виртуальность. Мы это прекрасно понимаем. Да? У нас гораздо большее значение, да, имеет то, как я выгляжу в своем блоге, да, там, какой у меня профиль в Инстаграме, там, в Телеге, там, что у меня там обсуждает, кто меня лайкает, где я с кем там играю, в какие игры, и кто со мной там чатится, а кто не чатится и прочее. Да.
никто не отменял значимость для каждого человека, да, понятия индивидуальности. Индивидуальность, психическая индивидуальность, хорошо известна в психологии, в психиатрии, да, это что-то уникальное. Это что-то уникальное, что должно меня отличать от всех остальных. Я должен быть выше всех, я должен быть худее всех, да, я должен быть там красивее всех, эффектнее, сексуальнее, умнее, там, сильнее, там, ну и так далее, брутальнее, как угодно. Естественно, особенно значимо это дело для подростка. Именно для подростка, потому что в подростковом возрасте формируется социальное сознание. То есть это финал развития психики. Именно там этот пирожок допекается, да, уже окончательно. И после 17 он уже какой есть, такой и есть. И, конечно, вот здесь идет борьба за самость, борьба за собственную индивидуальность, борьба за свою эффектность. И поэтому, естественно, главным запросом, да, подростков в такой ситуации является запрос к обществу: посмотрите на меня. Ну, посмотрите на меня. Но посмотрите на меня, кричат 300 миллионов человек. Да, там. И все хотят, чтобы на них посмотрели. Да? Ну, то есть я должен быть не просто единственным из 300 миллионов каким-то супер-пупер, а я должен быть каким-то совсем невероятным. Да? Давайте я крикну что-нибудь такое громкое, чтобы все меня услышали, и неожиданно в тот момент, когда все молчат. Или давайте я там еще что-нибудь сделаю там, или оденусь так, что прям вот все прям посмотрят на меня и подумают: о боже, как же так можно выйти на улицу, или еще что-то. Ну и поэтому, естественно, если я скажу, что я психически больной человек, то моей смелости, моей вот этой вот либеральной, так скажем, вот смотрите на меня, моей, так сказать, возможностью, да, вот так вот взять и смело сказать, да, естественно, обрадуются, удивятся и поаплодируют большое количество людей. Я получу свои лайки, я получу своих подписчиков, я стану еще более индивидуален там, и так далее и тому подобное. Но недостаточно просто сказать, что я биполярный пациент, что у меня биполярное расстройство там, и так далее. Да? Тем более, что, ну, слушайте, сколько известных актеров, певцов там, да, там, и так далее. Вот мы недавно обсуждали как раз бывший муж этой Кардашьян-то, как он этот Канье Уэст, да, это Канье известный Уэст, пример. он знаменитый там биполярный. Ну, соответственно, если да. он открыл для нас новый этап в развитии рэпа, то я тоже, я такой же там, и так далее. Ну, в общем, понимаете, но вопрос же не в этом. Вопрос в том, что в конечном итоге этого недостаточно просто заявить об этом, да? Я же должен еще как-то эти расстройства проявить, как-то проявить. А что у нас главное при биполярном? Многократные самопорезы. И то есть реально это делают? Еще самопорезы часто делают больные с ПРЛ, пограничное расстройство личности. Прекрасно, это еще более модный диагноз. Кто у нас с ПРЛ? Кто же тоже такой известный? Хит Леджер, актер. Хит Леджер, да. Я похож на Джокера, значит, я тоже буду хохотать и смеяться над всеми, да. Дальше больше, да. Дальше я могу также с этим же смехом, с такой же маской взять тот же автомат, пойти в школу, да, и точно так же вести себя как Джокер, потому что у меня ПРЛ, и мне ничего не будет. И я пойду в больницу. Это очень важный момент. Это вопрос социальной психиатрии. То есть у нас есть клиническая психиатрия, то есть такая, связанная с генами, там, с биохимией, с молекулами, с мозгом, с нейронами. А есть социальная психиатрия. Это вообще такая особая область психиатрии, где болезни создаются людьми. Болезни создаются обществом. Болезни создаются выгодой, да, какой-то. И болезни в социальной психиатрии становятся способом адаптации. Понимаете? И мало того, количество больных, соответственно, в кавычках, становится очень большим. А значит, эта большая масса людей требует толерантности от меньшинства. И мы получаем в конечном итоге то, что некоторые болезни перестают быть болезнями. И у нас получается, что к счастью, не в России. Нетрадиционная, допустим, да, гендерная идентичность, да, значит, оказывается гораздо более нормальной, чем традиционная гендерная идентичность. И в конечном итоге это приводит, ну, уже к социальному кризису, коллапсу там, и так далее. То есть, вот понимаете, насколько психиатрия
в этом всем может повлиять на какие процессы глобальные? Фундаментальная наука, вы верно сказали в начале беседы. Ну, психология фундаментальная, психиатрия в этом смысле скорее прикладная наука, потому что психиатрия занимается исключительно лечением болезней, а психология – это наука о человеке. Это самая главная наука о человеке. Но если ты, предположим, хочешь быть как Джокер, хочешь привлекать к себе внимание, ты себе придумал какую-то болезнь, выбрал из справочника, который будешь соответствовать, ты можешь ей реально заболеть. Ну, это вопрос, с которым задаются очень многие психиатры многих лет. У меня вот даже, я помню, в годы там совсем далекие 90-е годы, когда я только начинал учить психиатрию, был один такой мой товарищ на кафедре, который старший товарищ, естественно, он писал кандидатскую диссертацию. У него очень интересная была диссертация. Она была посвящена симулянтам-призывникам в военкоматах. Но это были 90-е годы. Как он проводил исследования, да, интересно. но это были 90-е годы. Таких симулянтов было меньше, потому что уже закончился Афганистан. Да. Ну вот чеченские войны как-то вот пока то ли не начались, то ли как-то, ну, в общем, было более-менее безопасно. И как он делал, да, он, значит, в военкоматах, в врачебных комиссиях брал карты, да, изучал всех пациентов, у которых в картах было описание сомнительное, внимательно выделял их, а потом прослеживал их судьбу. То есть он брал, например, длинник там, в 5, в 7, в 10 лет. Всем этим призывникам выставлялся диагноз, что он не может служить, не годен, там, ну и так далее. Но у нашего, вот моего коллеги, у него возникало сомнение. Ну, то есть у него были мысли, что, наверное, он косил тогда. И вы знаете, что оказалось? Оказалось, что в катамнезе, то есть в отдаленном периоде, где-то 40% вот этих косящих, они потом подтвердили, что да, они косили, они симулировали. 40% повторно оказывались либо в диспансере, либо в стационаре именно с теми состояниями, которые они косили. Вы представляете? Вот это уже реальная сила мысли. Он не защитил эту диссертацию, к сожалению. Он не смог ни одной публикации сделать, этот мой товарищ. И очень жаль, потому что это очень было бы интересно. Но я думаю, что ему бы не пропустила высшая аттестационная комиссия, потому что это такая, особенно в те времена, в советские времена, это очень скользкая тема и крайне политизированная. Поэтому психиатрам здесь не дадут возможности доказать. Ну да. Как сейчас, но это возможно. Вы знаете, как сейчас проверять, у кого какая была комиссия и аттестационная. мы с ним как-то вот обсуждая эту работу, я вот до сих пор это помню, значит, пришли к одному выводу. Мы решили, что на самом деле, чем более искусно симулирует симулянт, тем больше вероятности того, что у него это есть. Интересно. Мне кажется, все-таки наука займется этим вопросом. Будет потрясающе. У нас огромное поле для деятельности. Если мы говорим про молодых людей, вот тут я, конечно, не могу не уточнить. Это виноваты опять родители, как всегда в любой психиатрии. Виноваты родители. Это что, нужно сильнее любить и так залюбленного ребенка? Или где правда? Ну, сразу хочу расставить акценты. Вот вы прямо как 99% родителей, которые приходят с ребенком со своим, да, на консультацию, и я вижу очень быстро на 15 минуте, что их волнует не то, болен ли их ребенок или не болен, не то, там, надо его лечить или не надо, а их волнует другой вопрос. Кто виноват? То есть даже я пойду дальше. Каждого из них волнует вопрос. А моей вины нет? Вот лично моей. То есть это... Сначала меня это злило и раздражало. Ну как же вот так-то эгоистично? Ну подумайте о ребенке. Вот же несчастный, страдающий. А вы только думаете о том, чтобы вот себя там типа обелить или перекинуть там все на кого-то. Ответственность, да. Поэтому понятие виноват или не виноват в психиатрии, да и в медицине вообще, это понятие несостоятельное. Кто виноват в том, что человек подскользнулся на льду, да, упал и сломал себе ногу? Ну, кто виноват?
Виноваты службы, которые там вовремя не убрали снег или там, значит, еще что-то. Виноваты там, значит, производители обуви, которые делают такую скользкую подошву, что вот, значит, в зимних сапогах она как... Виноваты там учитель физкультуры, который этому человеку не дал достаточно физических данных, чтобы он устоял, удержался в этой ситуации там, за счет сокращения мышц и так далее и тому подобное. Слушайте, у меня только один ответ на этот вопрос, хотя я неверующий человек, но виноват кто-то там наверху. Это судьба. И также точно с ребенком и с родителями. Все, что делают психиатры и психотерапевты на первом приеме, они пытаются угомонить родителей. Они 90% времени заняты не ребенком, а родителями. Угомонить, успокоить их и объяснить, что здесь нету правильных и неправильных методов воспитания. Здесь нет виноватых, невиноватых или спорно. Не поймешь, виноватый, не виноватый, еще подумаем, как его покарать. Здесь такого нет. То, что ты взял ребенка, да, и дал ему поджопник, да, в тот момент, когда он там тебя вывел из себя, да, не является правильным или неправильным действием. Кто-то может говорить о том, что так можно или так нельзя, но это будет мнение того человека, у которого есть свой личный опыт. И все. То, что это произошло, в этом никто не виноват. Это просто логичное завершение жизненной истории, жизненного контакта между двумя людьми, между папой и сыном. И эта история является опытом, жизненным опытом для сына и для папы. Каждый из них делает свой вывод из этого, да, и каждый из них, пережив этот жизненный опыт, продолжает жить вместе. Или, может быть, не продолжает жить вместе, да, у них может произойти там какое-то расставание или еще что-то и так далее. Это тоже судьба, что называется. Но здесь нету виновных или невиноватых. Я такой, и я могу только одно сказать. Виноваты родители только в том случае, когда они все время врут. Когда они все время врут. Врут детям, врут друг другу и врут самим себе. К сожалению, такое бывает чаще. И поэтому, если уже спрашивать, а как правильно воспитывать, а как неправильно, то нету модуса правильного воспитания, его не существует. Единственным советом, который я могу давать, просто будьте честными. Говорите все, что вы считаете. Если вас оскорбил ваш сын, например, или ваша дочь, да, и вы чувствуете злость и желание ответить, и вы себя сдерживаете, значит, вы прям можете эти самые чувства так и озвучить. Знаешь, ты меня очень сильно оскорбил, ты меня очень больно оскорбил, ты задел за самые мои больные места. И мне очень хочется тебе ответить таким же оскорблением. Но я не буду этого делать, потому что, я считаю, что неправильно оскорблять человека за оскорбление. Просто ты должен знать, что меня это бесит. Обратная сторона медали, все. И мне кажется, вот насчет... Знаете, это сразу же меняется. Скажите, извините, что я... Как часто бывает вот именно такое развитие конфликта? Я не представляю такого диалога ни в одном сериале телеканала «Россия». Дурак, сам дурак. На тебе в ответ. Все. И что в конечном итоге? Самое главное, что в любом случае слов нет. И люди, оставшиеся без слов, без второй сигнальной системы, без речевой системы, они же не умеют читать мысли-то друг друга. В конечном итоге они действительно оказываются так далеки друг от друга. Да? Ладно, это когда взрослые люди далеки, они разберутся. А когда подростки, дети и родители в благополучной семье, да, оказываются перед смертью после суицида своего ребенка, да, они как же так могло случиться? Почему же мы не знали? А потом мы выясняем там из записок, из дневников там, этого несчастного и так далее, что он, оказывается, там 5 последних лет вопил всем о помощи, да, и все слышали, кроме родителей. Было приятно обманываться. Но вы затронули такой вопрос, у этого есть обратная сторона медали. И для меня это, честно говоря, сейчас открытие. Очень, опять же, современно. Это вот, в массовой культуре, вот правильно сказать. Так,
Ты трудоголик, строгая мама. Так, у тебя там не очень хороший партнер. Ты без отца росла? Или там у мужчин. Он, посмотрите, выбирает только моложе себя на 20 лет туда-сюда. Вот это говорит о таких-то проблемах. Это вообще связано с психологией, психиатрией, какой бы ни было, но реальной наукой о человеке? Ну, нет, конечно, это не научные все изыскания, это такие шаблонные, такие, я бы даже не назвал их научно-популярными, просто популярные шаблонные высказывания. С этим можно сравнить еще, помните, такие раньше были модные сонники, например. Но раз тебе приснилось это, значит точно будет это. А еще можно погадать на ромашке и понять, там любит, не любит и так далее. То есть здесь очень много, знаете, ну, таких вещей, которые как бы вышли вроде бы из каких-то там, ну, таких вульгарных психологических суждений, да, но в конечном итоге стали обывательской историей, нарицательной историей, да, и превратились просто в обычные жизненные предрассудки. Потому что вы говорите сейчас настолько спорные вещи, у людей сейчас вот мозжечки, они сидят, мне кажется, их и ненавидят, и думают, что вы говорите абсолютную ложь. Ну, значит, это же трудно принять, что дело, твои проблемы, это не твоя вина, а вот кого-то... Ну да, да. И потом с этой вот непринимаемой, так сказать, реальностью, да, человек продолжает жить в своей вине, да, и так как он долгое время не может жить в своей вине, да, а перестать быть виноватым у него не получается, потому что даже если он верит, он не получает облегчения после отпущения грехов, да, значит, в церкви. Но в любом случае, сколько бы он ни извинялся, да, перед кем он как считает себя виноватым, он все равно остается с этим чувством. И что дальше происходит? Итак, чувство не проходит. Я все равно, как только вижу этого человека, чувствую себя все время виноватым, значит, и так далее. Это начинает меня раздражать. Я перестаю справляться со своими обычными жизненными делами. Я перестаю получать удовольствие от жизни, потому что я все время думаю, как же я имею право пойти в кино или там не знаю, заняться любовью там со своей любимой девушкой, если я виноват перед своим отцом, матерью, там, сестрой, там, братом, да, в том, что они вот сейчас там находятся и так далее. Значит, я перестаю получать удовольствие, да, и моя жизнь вся превращается, ну, в такой вот самообвиняющий ад, да. И если я перестану быть виноватым в этой ситуации, если я перестану считать себя виноватой, то я стану каким? Бесстыжим. Бесстыжим – это еще одно слово, внедренное в сознание каждого человека, у которого есть комплекс вины, да. Это слово, в корне которого лежит слово «стыд». Да? И кто бы что ни говорил... Ну, это еще из Библии заложено. Конечно. Но стыд – это не показатель морали. Но дело в том, что для подавляющего большинства людей с комплексом вины, да, морализм означает стыдливость. И вот это очень важный момент. Об этом много говорил Достоевский, об этом много говорили известные философы, прекрасные работы у Шопенгауэра есть на эту тему. Там много как раз роли стыда, да, в психике, в психической жизни человека и в его моральных устоях. Да. Так вот, на самом деле стыд как раз очень часто бывает спутником аморальности, как это ни странно. А истинная мораль, да, заключается в поступках. Прежде всего в поступках, а не в том, что ты там чувствуешь, переживаешь там и так далее. Чувствуешь себя виноватым, сделай такой поступок, да, который, ну, с этим чувством справишься. Вы знаете, вот моя кафедра работает в Алексеевской больнице. Это знаменитейшая больница, просто, которая в этом году исполняется 130 лет. Это легендарная больница, полностью выстроена в 1897 году благодаря мэру Алексееву, полностью выстроена на средства меценатов. То есть ни одной копейки государственных вложений, инвестиций частных там не было. Это просто пожертвование. И вы знаете, что интересно? У нас в больнице сам Алексеев вложил треть
из своих денег просто строительство этой больницы. Самое интересное не это. Самое интересное, что у нас висит в главном корпусе список всех меценатов, среди которых там Смирновы, Шереметьевы, ну, то есть такие уникальные, да, богатые люди. И значительная часть этого списка, где написано «пожелал остаться анонимным». То есть это человек, который вложил просто деньги и специально это сделал таким образом, чтобы никто не знал. Вот это поступок. Вот это настоящий поступок. Причем это поступок, говорящий о морали этого человека. Ну, практически категорический императив. Представляете? При этом этот человек может быть ужасным в поведении, там, действительно, он может там напиваться и вести себя похабным образом, да, там, ну такое. Но если так вот совсем копнуть, может быть, он для себя сам перед собой ответил, что пусть я поступал как-то не очень хорошо, я испытываю стыд, но вот я сделал доброе дело. Мне не нужно кому-то доказывать, мне нужно себе это доказать. Да, тут же тоже в этом тоже есть таковыка. эгоистический мотив, я с вами абсолютно согласен, да, но все-таки в основе, да, лежит абсолютно бескорыстное желание получить удовольствие от оказания помощи, там, например, нуждающимся. И поэтому я еще раз хочу сказать, вообще вина это то, что мы, психиатры, всегда очень тщательно изучаем у каждого нашего пациента. Если это невротический комплекс вины, это одно, но, к сожалению, очень часто это не просто вина, а это навязчивая вина. Это самообвинение, так это называется, навязчивое, иногда сверхценное, а иногда и бредовое. Бредовое самообвинение, острый психоз. Понимаете? Но Николай Васильевич Гоголь погиб в остром психозе, стоя на коленях. 3 дня он умер от голода, потому что он считал себя великим грешником. Знаменитым великим грешником. Ему никто не смог помочь. Это очень тяжелое психическое расстройство. И, конечно, оно сопряжено с огромной душевной болью. И помочь такому человеку может только медицина. А если мы говорим все-таки о каких-то легких формах, каких-то предвестниках, ну и вообще о нашем, не знаю, насколько это уместно называть, социальной психологии, ну вот я исхожу из того, что та или иная проблема становится проблемой. Ну вот как однажды я пошла к психотерапевту, решала вопрос бессонницы и заодно говорю, она говорит, вас что-то беспокоит? Я думаю, раз уплочено. Да, кстати, вот мне кажется, что я вот слишком часто проверяю дверь, когда ухожу. Как вы думаете, у меня ОКР? Почему рассказываю? Потому что это очень распространенная история. Мне очень понравились все слова. Она говорит, а вам это мешает? Вы из-за этого куда-то опаздываете, прекрасно, еще что-то? Я говорю, да нет. Она говорит, ну вот как только количество раз начнет вам мешать в вашей жизни, это станет проблемой. И я хотела подвести сейчас так очень элегантно к тому, что а как нам самим себя диагностировать? Потому что дойти к специалисту это... Да. Вот вы знаете, вы привели очень хороший пример. Это действительно пример. И вот к этому специалисту точно надо идти. Вот это точно хороший, квалифицированный, опытный специалист. Это точно. Вот именно так он и отвечает. Значит, у нас есть определение болезни того самого любимого нами ВОЗ. Да? Определение нормы, определение болезни. Я не буду его сейчас озвучивать. Зрители могут загуглить, прочитать и увидеть. Вот. Но, значит, у нас в психиатрии есть 3 критерия болезни. Вот вы никогда не задумывались, извините, я отвлекусь, когда вы после диспансеризации, да, пройдя всех врачей, выходите и смотрите свою амбулаторную карту, и там написано «практически здорово». Никогда не задумывались, зачем слово «практически» пишут? Почему не написать просто «здорово»? А если пишут «практически здорово», значит теоретически... Я думала, что это вопрос юридической плоскости, чтобы, если что... Это вопрос медицинской плоскости. Эта фраза говорится хитрыми врачами, которые глубоко убеждены, что теоретически здоровых людей нет. На самом деле нет. У каждого из нас есть какие-то обязательно свои симптомчики, тараканы. И поэтому и мы тоже, если мы пишем такой диагноз, мы пишем «практически здоров», потому что все равно зацепиться есть за что-то.
или хотя бы предпосылки какой-то болезни. Но что-то, какая-то уязвимость всегда присутствует. Да? Так вот, возвращаясь к вашему вопросу. Значит, у нас есть 3 критерия, которые мы используем для того, чтобы понять, есть болезнь или ее нет. Первый критерий – это наш медицинский критерий наличия или отсутствия симптома. Да, вот вы сказали мне, что вы, например, частенько возвращаетесь, чтобы проверить, закрыта или не закрыта дверь. Вы понимаете, что это не нужно, но не вернуться вы не можете, потому что есть некая тревога, которую вы можете успокоить, только вернувшись. Все, вы описали симптом, который, как слово из песни не выкинешь. Мы пишем у пациентки навязчивые сомнения, обсессии. Это даже не обсессивно-компульсивный, обсессивно-компульсивный больше, но это обсессия. Это один из маленьких кирпичиков, из которых может состоять что-то больше. Дальше. Но это еще не болезнь. Второй критерий. Значит, первый – наличие симптомов. Второй критерий – это социальная дезадаптация. То есть этот симптом должен, это как раз то, о чем вас спросила ваша доктор. А это вам мешает? Вот мешает вашей работе там, и так далее. Если это не мешает, ну извините, тогда это нельзя назвать патологией в социальном смысле этого слова. В конце концов, у меня есть пациенты, которые выигрывают у гроссмейстеров в шахматы, потому что им голоса подсказывают, как ходить. У меня есть такая пациентка, например. Ну, вот. В принципе, ей это не мешает. Если Только я ее буду помогает. очень активно лечить, она будет проигрывать. Зачем мне это надо делать? Она одна из ведущих участниц там одного шахматного клуба известного. Понимаете? То есть в этом смысле ее голос, да, можно и не рассматривать с точки зрения медицинской, это псевдогаллюцинация, а с точки зрения социальной, назовем это внутренним голосом, интуицией, внутренним голосом, там, еще талантом, да, и так далее. И третий критерий, он самый главный, с моей точки зрения, это психологический критерий. Первый клинический, второй социальный, а третий психологический. Боль, страдание, душевное страдание. Если у человека ощущение, что ему не вмоготу, что вот плохо. Со стоматологом такая же история, чтобы было просто понятнее. Да? Я языком провожу по зубу, в нем дырка. Угу. Это симптом, называется кариес. Да? Но до тех пор, пока он не заболит, я к стоматологу не пойду. Ну, если я, конечно, там не ипохондрик. Да, там и так далее. Но или у меня не ДМС от организации. Да, или если, допустим, я там, ну, я не знаю кто, или, допустим, это зуб какой-нибудь видимый, да, я вот очень презентабельный и в камеру всегда работающий человек, и это меняет мою внешность. Это социальная дезадаптация, да. Но я все равно пойду тогда, когда я буду страдать. Когда у меня появится боль, тогда я пойду, и мне будет легче, и все. Вот точно так же и здесь. И тогда мы скажем, что человек болен только тогда, если его симптом совпадет с социальной дезадаптацией и со страданием. Конечно, в некоторых ситуациях к нам приходят люди без страдания. Такое тоже бывает. Они приходят и говорят, у меня все хорошо, но вот... Все хорошо, я Наполеон. Да, но есть одна проблемка. И мы тогда начинаем говорить, ну хорошо, если хотите, можем полечиться, давайте попробуем ее убрать. Но это бывает гораздо реже. В основном бывает так, что люди говорят о своем страдании, но мы ничего не знаем про их симптом. Понимаете? И вот тут как раз и включается работа врача, работа мысли клинической, да, как же раскопать этот симптом и понять вот эту связь, цепочку, да, между симптомом клиническим, биологическими процессами в мозге и страданием. Что вы можете еще пожелать напоследок нашим зрителям, которые, ну, мне кажется, уже должны были немножечко отпустить ситуацию и проще начать смотреть на вещи? Да, вообще я хочу пожелать всем, с кем я общаюсь, и на разных там СМИ там, и так далее, что постарайтесь быть подальше от психиатрии, вот, и от мысли о том, что я схожу с ума, или о том, что у меня там плохое тяжелое состояние там, и так далее. И тогда, как только вы будете спокойнее и проще относиться к психиатрии,
как обычные области медицины. Да? Вот так же, как в поликлинике там есть фтизиатр, хирург, гинеколог, стоматолог, лор там, и так далее. Вот вы просто идете, вот так же и психиатр. То есть, ну, как бы это сразу снимет доминанту, да, которая у вас есть. У каждого человека есть страх сумасшествия. Александр Сергеевич, великий человек, страдающий циклотемией, между прочим, да, наш легендарный поэт, причем сезонной ритмикой, во время ухудшения он писал «Болдинскую осень». Но неважно. А вот он говорил: не дай мне Бог сойти с ума. Так мог говорить только человек, который был где-то рядом с этим. Многие философы закончили очень плохо. Ну да. Так вот, этот страх сумасшествия, тем больше, чем больше мы демонизируем психиатрию и вообще область психической патологии демонизируем, ничего в этом нет какого-то демонического, магического, монструозно метафизического. Абсолютно все очень просто, так же, как с печенью, с селезенкой, с поджелудочной железой, с сердцем, с мочевым пузырем. Нейроны, серотонины, дофамины, норадреналины, связи, рецепторы, вирусы, бактерии, кровообращение, сосуды, кислород. Все естественно научным образом происходит. Это мозг. В мозге человека происходят миллиарды разных процессов каждую минуту. И допустить, что где-то кто-то что-то, чего-то не так передаст какую-то информацию, очень легко, да, у нас там гораздо более простые компьютеры глючат, да, чем головной мозг. А уж здесь-то точно такое бывает. Поэтому даже если что-то и произошло, вот какая-то история произошла, отнеситесь к этому как к ссадине, да, которую вы получили, неосторожно проходя через острый угол. Но можно плюнуть на эту ссадину и пойти дальше, положить подорожник. Можно наклеить лейкопластырь, можно в панике побежать к травматологу и сказать: смотрите, у меня сейчас перелом или там что-нибудь воспалится и прочее. Так же и с психиатрией. Чувствуете вы, что вот уже плохо? Зайдите к психиатру, посмотрите, объясните. Это такая же консультация, как с любым другим врачом. Чувствуете, что справляетесь сами? Прекрасно, справляйтесь сами, очень хорошо. Дай Бог вам силу, у каждого есть свой ресурс, в конце концов. Чувствуете, что нет, все-таки нужна помощь, но только начну я больше все-таки с психолога, с психотерапевта, с какого-нибудь такого непилюлечника, да, там. Вполне может быть, что этого тоже вам и хватит и так далее. Но есть ситуации ургентные. Есть ситуации, когда в психиатрии, к сожалению, эти ситуации очень часто сопоставимы с историями, когда больной не считает себя больным и не критичен. И здесь, конечно, спасти вас могут только близкие люди, родственники, которые проявят не безразличие к вам, а истинное участие, которые не отвернутся от того, что вы так себя ведете, а наоборот сделают все, чтобы оказать вам помощь медицинскую. И поэтому я желаю вам всем, быть максимально близкими и теплыми со своими родными, со своими родителями, братьями, сестрами, мужьями, женами, детьми. И быть искренними, быть откровенными, быть естественными, принимать свои плюсы и минусы как данность, а не как вину или достоинство какое-то невероятное и так далее. Делать всякие глупости иногда, и главное в пределах Уголовного кодекса Российской Федерации не перебарщивать. И жить, наслаждаться жизнью и получать удовольствие. Дорогие друзья, я очень рада, если вы досмотрели до этого момента. Подозреваю, что интервью вам понравилось или как минимум показалось интересным. Для меня это совершенно новый опыт. Я, признаться, немножко волнуюсь, может быть, что-то делаю не так, поэтому очень вас прошу, прям категорически, оставляйте в комментариях свое мнение, может быть, ваши предложения о том, каких героев вы хотели бы видеть, чью экспертизу вам было бы интересно узнать. Потому что я напоминаю, что мой канал свободен от любого спама, только реальные эксперты, только полезная информация. Пожалуйста, подписывайтесь, поддерживайте лайками, если это видео вам понравилось. Моему новому проекту это очень важно.